Здравствуйте, Девы! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад по 4 неделям месяца. На каждую неделю мы вытащим, соответственно, по одной карте. Сначала из этой колоды, затем из колоды дополнительной. И посмотрим, какие сочетания, какие карты у вас, соответственно, выпадут. Я напоминаю, что вы можете написать свое сообщение под этим видео, оставить лайк, сообщение. Любое будет иметь очень важное значение для меня. Так что я буду знать, что видео вам понравилось, что оно не осталось без вашего интереса, скажем, да, что оно было вам чем-то полезно. Также можете написать, насколько вам такой формат также подходит или нет, потому что раньше я в таком варианте расклады делала, потом перестала, просто было меньше времени, поэтому я в какой-то момент остановилась только на общих раскладах на месяц. Поэтому, возможно, кому-то такой вариант также будет интересен с такими вот раскладами. Итак, Девы, давайте посмотрим, что здесь у вас будет по 4 неделям этого месяца, месяца августа. Кстати, для кого-то это месяц дней рождения ваших, да, в конце августа уже у многих Дев начинаются дни рождения, вот этот период празднования ваших дней рождения. Ну, давайте посмотрим. Итак, Девы, месяц август по 4 неделям. Первая неделя, вторая, третья, четвертая неделя. Итак, давайте посмотрим еще одну колоду. Первая неделя, вторая, третья и четвертая неделя. Итак, что у нас есть? Ну, первая карта, которую видим мы, соответственно, здесь, это рыцарь Пентаклей, который, да, ваша стихия, ваша земная стихия. Но этот рыцарь Пентаклей здесь, он, во-первых, перевернутый. Да, если мы говорим о том, что в целом рыцарь Пентаклей такой очень спокойный, размеренный, неторопливый, то есть, ну, хорошими качествами в принципе обладает, то в перевернутом положении, а еще и вместе с отшельником, можно в целом говорить о том, что вы здесь как будто бы можете отмечать какой-то застой в делах. Возможно, вы здесь немножечко уходите в себя, может быть, из-за той рутины, в которой вы находитесь. Здесь можно говорить о том, что какие-то ваши проекты могут немножечко буксировать. Вот что-то чересчур затягивается, задерживается, а ваш усердный труд, он не приносит тех результатов, которые вы ожидали. И даже несмотря на такую вот настойчивость, которую вы проявляете по рыцарю Пентаклей, все равно как будто не получаете те результаты, что хотите, и поэтому может быть какой-то кризис в карьере. Возможно, также здесь может быть и эмоциональное охлаждение, допустим, в отношениях, когда один партнер немножечко закрывается в своем внутреннем мире и как будто бы устает тянуть на себе весь быт, да, устает брать на себя всю ответственность. Поэтому здесь можно говорить о какой-то усталости, может быть, физической усталости или небольшой апатии, или потере мотивации, может быть, потери сил в этот период времени, и вам хочется просто немножечко отстраниться от внешнего мира в этот период на первой неделе. На второй неделе у вас есть четверка Пентаклей, и она у вас выпадает в прямом положении, и эта четверка Пентаклей, она сочетается, соответственно, с картой Королева Кубков, которая, да, она не ваша стихия, это Королева Кубков, она водного знака, она может говорить про общение с каким-нибудь водным знаком зодиака, она может говорить также о том, что вы здесь в плане ваших эмоций, если мы говорим о сочетании вместе с четверкой кубков, стараетесь вот больше контролировать свои чувства, может быть, создавать безопасный домашний уют, потому что есть Королева Кубков, она очень чувственная, да, такая вот любящая. Вы можете здесь стараться окружать партнера, допустим, своего, там, с кем вы в отношениях, теплом, заботой, но при этом с четким каким-то личным определением своих границ. Также вы можете здесь бояться потерять что-то, потому что вы чересчур глубоко к этому привязаны. Может быть, вы боитесь до конца открыться чему-то, да, или кому-то, чтобы не потерять то, что вы имеете. Вы здесь в
целом, если мы говорим, допустим, о там, финансах, то вы стараетесь разумно сохранять бюджет. То есть вы стараетесь здесь заботиться о накопленных деньгах, то есть не потратить их, не растранжирить на какие-то сиюминутные импульсы, какие-то покупки эмоциональные. То есть стараетесь сохранять вот эту спокойную обстановку в плане финансов. Если говорить про, допустим, тот же вопрос работы, то здесь вы стараетесь сохранять какой-то уют в плане работы, то есть честно подходите к тому, что вы делаете, то есть без каких-то спекуляций, афер. По четверке пентаклей стараетесь, ну, не знаю, как будто бы, чтобы люди ценили ваш профессионализм, и вы цените свою работу и там свое место рабочее, то есть вот в таком духе также, и любите делать то, что вы делаете. Следующая карта — карта отшельника вместе с картой императрица, и обе здесь выпадают в прямом положении. И отшельник, он в принципе это хорошая карта, да, это карта мудрая очень, это карта, которая здесь у вас, выпадая вот в таком положении, может вместе с императрицей также говорить о том, что вы очень мудры в отношении каких-то вопросов, касающихся там вашей семьи, допустим, вы здесь умело балансируете между мудростью и изобилием, которое олицетворяет императрица. Вы можете балансировать между уединением, да, в своем мире и заботой об окружающих, то есть как будто вы правильно распределяете свои ресурсы. То есть в любом случае здесь такая гармония материального и творческого. Здесь можно говорить о том, что вы можете находиться и даже в каком-то, знаете, состоянии, где в отношениях, допустим, может быть какая-то как небольшая, не то чтобы пауза, но возможность опять-таки уйти в себя, посвятить время себе, каким-то своим интересам, да, для того, чтобы восстановить свою женскую энергию, если мы говорим, да, о женщинах, девах, то есть как будто бы восстановить вот этот свой баланс внутренний. Также вы стараетесь здесь, возможно, уважать, духовно уважать свою вторую половинку, то есть не только заботиться, но еще и важную такую ценную для вас духовную связь сохранять. Возможно, если мы говорим опять-таки о какой-то работе, то здесь может быть рождение какой-то творческой идеи в тишине и в уединении, когда к вам приходит какая-то хорошая мысль, которая имеет хороший потенциальный рост, и да, соответственно, приходит она к вам в уединении, или вы можете в одиночку начать какой-то проект. То есть для этого вам не нужны другие люди. Может быть, здесь кто-то рожает ребенка, и поэтому здесь просто как будто бы меньше времени остается на окружающих, вы полностью уходите в материнство. Или, допустим, здесь может быть, опять-таки, если про работу говорить, ситуация, где дела, которые растут, развиваются, требуют времени и какой-то скрупулезности по отшельнику и умения сосредоточиться на деталях, и вы полностью уходите вот в эти вопросы. Тем более, что дальше идет у вас восьмерка пентаклей и паж дисков, и это карты, которая и восьмерка пентаклей, соответственно, да, которая здесь в прямом положении также говорит о какой-то работе, говорит о том, что вы здесь занимаетесь какими-то делами своими важными, где вы над чем-то работаете, и паж пентаклей, который тоже такое проявляет усердие и как хороший ученик выступает в роли человека, который здесь готов чему-то обучаться, какому-то мастерству, или, может быть, начинаете новый проект, усердно трудиться там над новым проектом. То есть в любом случае здесь вы можете либо осваивать новую профессию, либо повышать свою квалификацию, либо проходить какую-то стажировку, или да, вот что-то такое, или делать какие-то маленькие шажки, упорно трудиться над каким-то перспективным проектом. Вы можете получать здесь деньги, потому что и то пентакли, по принцессе дисков. Вы можете получать какие-то подарки, да, вот в целом получать какой-то доход здесь или какую-то прибыль, какие-то материальные вещи. Вы готовы здесь развиваться спокойно, постепенно, методично, вот в любых отношениях, в любой сфере, чего бы это ни касалось, по восьмерке пентаклей. То есть как будто бы учиться, становиться лучше, использовать все для этого возможности, то есть проявлять много усердия в какой-то работе или в какой-то занятости для вас важной. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у вас, соответственно, в оракуле магических посланий ангелов. Что интересного они вам также посоветуют. Итак, девы.
Месяц август. Смотрим по неделям. Месяц и общая карта на весь месяц, да, что вам посоветуют эти карты. Чего вы хотите, здесь вопрос, да? То есть карта, которая называется «Чего вы хотите», она, в принципе, не является как таковым прям ответом на вопрос, да, что они советуют. Она скорее ставит еще больше вопросов вам дает. То есть она говорит о том, что вам нужно прежде всего разобраться в своих желаниях. Вам нужно не бояться желать того, что вы хотите, или не бояться просить то, что вы хотите, в принципе. То есть у вас есть возможность написать сценарий собственной жизни. У вас есть возможность здесь как-то реализовывать свои проекты и планы. И вам нужно, разобравшись вот своими истинными желаниями, понять, что вы готовы к их осуществлению, да, что вы готовы прикладывать здесь усилия и проявлять вот эту настойчивость в том, чтобы осуществлять эти желания, то есть визуализировать, продумывать стратегию и воплощать эти планы в вашу жизнь. Может быть, даже действительно какой-то новый проект рождается, и вы понимаете, чего вы на самом деле хотите и что для реализации там этих планов вам нужно делать в этом месяце. И в этом месяце уже начинаете, соответственно, эти шаги уже начинаете проделывать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для Дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.